Всем привет, друзья! С вами Егор Геймерс, и это обзор на Aniside, или же фан-игру Piggy, которая не вышла и которая терпит производственный ад. В этом видео я как раз буду обозревать данную фан-игру, и она гораздо интереснее всех фан-игр 2022 и 2021 годов, и также тех, кто вышли в 2024 году или 2023 году. Ну а я приступаю к видео. Два разраба-акробата, и представляю вам Voxelbyte и Taffy. Второй вам, возможно, известен по этому обзору на Хейдоге, который является создателем своей фан-игры по Пиги. Само видео набрало 1000 просмотров. Те, кто не смотрели его, то рекомендую его посмотреть. Voxelbyte — это разраб, который работал над ККО и почти всеми версиями вместе с Plexium. И в 2022 году он вместе с ним прекращает поддержку ККО, и Plexium уходит в команду Wizard Wedge Studio, которая станет популярными по Piggy Branched Realities, а Voxelbyte анонсирует свою фан-игру Piggy, и не просто фан-игру, а оригинальный хоррор с элементами Piggy. 19 сентября 2022 года, и в этот день был создан Twitter-аккаунт или X-аккаунт самой игры. На нем публиковались новости, прогресс и многое другое, и он имеет галочку в Twitter или X. О нем даже слышали известные ютуберы, только на ютубе нету видеорекламы, как это было у Крикрафта. Саму игру разрабатывали, у нее появился в начале 2023 года DS-сервер, где я, кстати, был и следил за новостями, и там начался мой путь в творчество. Там я в канале с творчеством выкладывал что-то от скинов до построек, и когда проходил конкурс на граффити, которая появится в демо-версии игры, а именно Переулках, то я тоже участвовал и нарисовал свое граффити, и оно стало популярным и стало мемом на сервере, что ж попало в видео англоязычного ютубера Clownfish, который в свою очередь дружит с Прикс, создателем фан-игры Piggy, с таким именем и игрой, похожей на Doors, Home Sweet Home. И эта работа стала мемом, и эмодзи, которые через 5 часов удалили после того, как я написал модератору сервера, что моя работа стала мемом. И он мне ответил, что он добавил в качестве шутки вместе с разрабом Aniside. И они сказали, что работу могут удалить, и это таки произошло, чему я расстроился. Но после этого через месяц вышло видео Clone Bread, где была та самая работа. И в 2024 году я написал комментарий под этим видео, что моя работа стала известной, и я был удивлен. Он даже меня пометил сердечком, что ему явно комментарий понравился. Тем временем новостей становилось мало и мало. Игру сначала планировали выпустить в 2023 году осенью, но перенесли на декабрь и уже потом перенесли на неопределенный срок, который по сей день неизвестен. Но появилась куча новостей, таких как то, что создатели игры не обещают точную дату выхода из-за сомнений в том, что закончит игру когда-то, и он поблагодарил всех фанатов игры, которые ждут и по сей день. И в начале 2024 года случился ребрендинг Discord сервера Subjects of Brand, та студия, которая занимается созданием игры, на Solo Studio, из-за того, что студия и ее название были сложны для понимания и известного чего-то. И появился канал, где в марте 2024 года Voxel опубликовал пост, что ищет аниматора в Aniside с зарплатой в 50 тысяч робоксов. И сейчас или в прошлом месяце аккаунт Aniside делал репосты своих старых постов в X, что может означать о том, что все же мы получим новый тизер, который, кстати, выходил в конце мая, где с аккаунта Aniside было опубликовано черное фото, без ничего, но если осветлить, то будет дата, и в эту дату ничего не произошло. Возможно, возникли проблемы с анонсом чего-то или тизером, как это сейчас никаких новых тизеров нет. Всем забыл. Также существовала старая версия Aniside из 2020 года, которая является отмененной, но в нее можно поиграть и по сей день, но она не рабочая, так что не сможете. Но она была похожа на те самые фан-игры Piggy, которые использовали ассеты Elvin Blocks. И это была та игра. Из этой версии помогал Vulkan, создатель Кови Rebooted и будущий Кови. Реалистичной версии Кови, но с механиками Грэнни и Пиги. Это было о разрабах и о том, что происходило с игрой. А я приступаю к разбору тизеров, которые у нас имеются на руках.
Первый тизер и также анонс был опубликован с аккаунта Anisite в X 19 сентября 2022 года. На нем есть персонаж, который выглядит лучше и реалистичнее, чем другие модельки в стиле Пиги. Дальше было опубликовано изображение с интермиссией, а именно голосование за главу, и название первой главы имеется, и это Jailhouse Block. Само GUI выглядит качественно, и это будет видно по следующим тизерам. И всем забыл, я буду разбирать только те тизеры, которые интересны вам и мне, и я не буду тратить час на обзор всех тизеров, поэтому так. Следующий тизер, который я бы разобрал, так это саундтрек одного из скина в игре, который относится к Хэллоуину. Саундтрек к данному скину написал такой человек, как Piggy Ninja. Дальше аккаунт Anisite опубликовал пост с 4 изображениями из игры. Первое это интермиссия, которая так... Второе так это голосование за режим игры. Третье это экран смерти, и четвертое так это предупреждение перед началом главы или раунда в игре. Сами GUI, я бы сказал, выглядят качественно и прикольно. Сам дизайн меня радует, даже то, что это было сделано в 2022 году. Следующий тизер так это пост с изображением входом в кухню в тюремном блоке, где происходит пожар, а внизу изображения написан текст «Инцидент». Возможно, в тюрьме произошел инцидент, из-за которого пострадали повара в тюрьме. Следующий тизер, который был опубликован, так это то, что в одном из коридоров дыра, из которой вылазит субстанция, которая, видимо, и является причиной заражения носорога и других животных, ну и, возможно, самого пожара в кухне. Следующий тизер, так это один из коридоров в тюремном блоке, и он выглядит качественно, а самое главное, игра использует стиль Doors и, наверное, Piggy. Дальше был пост про Discord сервер, где я в него вступил. Приступаем дальше. Следующий тизер так это анимированная катсцена в Anisite первой главы, которую санимировал Снукамс, один из популярных аниматоров в Roblox, связанного с Piggy, и также ему помогал Piggy Films. Опять же, это не член команды Soul Studio, так как Voxel до сих пор ищет аниматоров в свою студию для своей игры. Следующее, что было опубликовано, так это меню игры из демо-версии, и меню выглядит шикарно и в то же время качественно. Ведь над игрой работали 2 человека, как я уже говорил ранее. Там также видно часть из интермиссии с описаниями глав. После этого 1 мая 2023 года был стрим по разработке игры и вопросам-ответам. Дальше был тизер с комплектами в игре. Первый это выживший, обычно. Второй так это инженер, который будет устанавливать камеры, который может просматривать игрок. Зараженный может уничтожать камеры. Скрытный так это комплект, в котором ты будешь скрытым от зараженных и искусственного интеллекта. Он ограничен на 10 секунд в раунде. И дальше идет перезарядка комплекта или способности, наверное. Дальше был опубликован тизер с энергией, что-то наподобие того, что было в Пиге, где мы можем ограничить игроку спринт или прыжки, и он перепрыгивает что-то, то у него пропадают 50% энергии, что не позволяет ему бежать. И на этом тизеры заканчиваются, а так, если подумать, то игра имеет потенциал и может выйти в 2025 году, потому что сам Voxel откладывает игру, что за это время Лунелли развился, или же конкурент Anisite, который почти готов и может быть выпущен до конца 2024 года. Также был и другой конкурент Anisite, и это Visionary, который был тоже качественнее сделан, но увы, он был переделан в Wishpers и был отменен из-за утечек информации по данной фан-игре. Дальше, после тизеров, пошли репосты старых постов из 2023 года в 2024 год. Вряд ли это что-то значит, но если вы знаете, то напишите об этом в комментарии. Но я бы сказал, что игра все же жива, так как в июне этого года, или проще говоря 2024 года, Voxel ответил Волк на Discord сервере ККО о том, что игра жива, но ему не нравится название игры, сейчас так как оно неприятно в прямом смысле, и переводится, ну вы знаете как, просто не хочу говорить, чтобы YouTube не поставил возрастные ограничения. Он также сказал, что игра жива, и он возобновил разработку игры в июне, и сказал, что он думает над приоритетом проекта, и сказал, что система раундов или интермиссии изменена на быструю игру, то есть в меню будет кнопка «Быстрая игра» или «Вечеринки». Если нажать на первую, то тебя перенесет на сервер с другими игроками, у которых раунд либо начинается, либо начался давно.
и там будут все равно голосования за режим и главу в игре. А вечеринки чем-то наподобие Аперофобия, и это уже радует, ведь он хоть что-то говорит фанатам, хотя до сервер проекта мертв, кроме канала статус сервера, то игра жива. Ну, это был обзор на Nissan, и на это какой у него ад с производством. И я надеюсь, вам видео понравилось. У меня появился свой ТГ-канал, на нем ты можешь узнавать новости канала и меня. Также не забудьте подписаться и поставить лайк, так как видео было для меня адом, так же как и с игрой. Но я его выпустил. Всем удачи и пока!